Цена общего дела. Знаю, что вы меня слышите. Я батьки, приспособленцы и просто молчаливые соглашатели. Все те, кто осознанно или не очень, но продолжает служить русскому гауляйтеру Лукашенко. На госслужбе, в структурах МВД, в армии. Все те, кто находит оправдание этой службе, а значит находит оправдание ежедневному террору и массовым репрессиям белорусов, соучастию в имперской русско-мирской войне и геноциде украинцев. Обращаюсь именно к вам, не впервые, ведь знаю, что вы меня слышите и вижу, что вы реагируете в комментариях. Продолжим наш диалог. Но перед этим пара слов для белорусов, которым подобное обращение к так называемым «я батькам» и аполитичным гражданам кажутся бессмысленными. Зачем я это делаю? У меня есть возможность делать это без опаски. У меня есть возможность прямо говорить то, что я думаю, без оглядки на то, что далее последует донос или арест, и возможность говорить громче и на более широкую аудиторию, чем у большинства из нас. Надеюсь и на то, что мои аргументы будут полезны и тем смелым белорусам, кто, несмотря на риски, готов говорить со своими оппонентами, находясь в Беларуси. Но главное, я знаю, что они меня слышат, и уверен, что хотя бы некоторые из них способны задуматься, если не о высоких материях и ценностях, то хотя бы о своем собственном положении и будущем. Поэтому я продолжаю этот разговор. Явившись на полигон под Барановичами для встречи с российскими военнослужащими в составе региональной группировки, усатый гауляйтер заявил: «Общее дело делаем. Давайте спросим себя, что это за дело. Общее дело – это война России и режима Лукашенко против Украины. Это Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка. Траншеи, заваленные телами убитых. Это Мариуполь, практически стертый с лица земли. Это оккупация и разрушение украинских городов. Это геноцид, это пытки, казни, изнасилования, мародерство. Это массовые военные преступления, ракетные обстрелы по жилым домам, торговым центрам, больницам, вокзалам, драмтеатру, где укрывались дети. Это убийство детей. Это общее дело, которое вместе с Россией делает гауляйтер Лукашенко. Дело, на которое вы, все, кто служит Лукашенко, идете вместе с ним в составе одной организованной преступной группы. Общее дело – это и украденные выборы в 2020 году, оккупация Беларуси в 2022, массовые репрессии, тысячи людей за решеткой, это десятки убитых белорусов, которые хотели перемен, это стрельба по безоружным, тысячи людей, прошедших через пытки, десятки тысяч через аресты и задержания, сотни тысяч, вынужденно покинувших страну. Это крики ужаса на Окрестина, это слезоточивый газ или хлор в камеру к женщинам, где сидит в 2, 3, 5 раз больше людей, чем она помещает. Это аресты за мову, это желтая бирка на тюремной робе за мову. Это нобелевский лауреат за решеткой, это аресты целыми семьями, это дети, снова дети, у которых на годы отняли папу, маму или сразу обоих родителей. В то время как другим детям в школах устраивают уроки мира и созидания, уроки лицемерной лжи от режима, подающего Кремлю снаряды и патроны для убийства украинцев и ежедневно выносящего новые приговоры белорусам, выступающим против диктатуры и войны. Общее дело – это подготовка нового вторжения в Украину из Беларуси. Это прибывающие эшелоны русских мобиков и техники. Это та самая совместная группировка, которая продолжает расти. Расти, чтобы пойти в Украину. На этот раз вместе с белорусскими солдатами и офицерами. Так Лукашенко платит России за то, что она помогла ему удержать власть. Ведь это их общее дело. Без гауляйтеров в Беларуси Россия, в принципе, не смогла бы начать войну. Общее дело, которое уже обошлось русским в более чем 100 тысяч трупов. Они готовы платить эту цену дальше. Но на этот раз вместе с вами, теми, кто служит Лукашенко. А вы готовы? Готовы умереть за общее дело с теми, кто идет убивать украинцев, чтобы украсть у них унитаз, стиральную машину или электрочайник? Вы готовы убивать за чайник, а умереть за унитаз? Вы готовы умереть за Лукашенко и его общее дело с русскими, оплатить цену этого общего дела? Готовы? А ведь вы ее знаете. Гос- и военнослужащие уже дослужились до закона о расстреле за измену Лукашенко. Вот ваше спасибо за службу.
от усатого вождя. Вот ваша награда за общее дело. Вы думали, что построите ГУЛАГ только для народа, но построили его для самих себя. И вам некуда бежать. Шаг вправо, шаг влево, анонимка от сослуживца и расстрел. Поздравляю сотрудников органов МВД. Вы дослужились до изъятия паспортов. Вы теперь крепостные, привязанные к бараку под названием Белоруссия. Чтобы не сбежали, когда вас начнут отправлять на убой в Украину во имя общего дела. А вы пойдете, если не в первых, то во вторых рядах. Вы же это понимаете. И наверняка понимаете, что Украина готова вас встречать, закаленная в бою и с передовым оружием. Гауляйтер продал вас русским вместе со страной и назвал это общим делом. Но он забыл вам объяснить, что общее дело означает и общую ответственность. Украина выстоит и победит, а вместе с ней Беларусь. Усатый гауляйтер, если успеет, сбежит, а вы останетесь нести общую ответственность с ним или вместо него, без срока давности. Это и есть цена общего дела, но именно ваше дело согласиться заплатить ее или нет. Включайте мозги.